Go to concept 6. Это принцип 6, страница 26. Okay. От имени всего нашей конференции по общему обслуживанию вменена главная обязанность по обеспечению нами всемирного обслуживания анонимных алкоголиков и дано традиционное право окончательного решения крупных вопросов общей политики и финансов. Однако конференция также признает необходимым, чтобы в большинстве этих дел основная инициатива исходила и соответствующая ответственность разделялась прежде всего попечителями и участниками конференции, когда они действуют по отношению друг к другу как совет по общему обслуживанию анонимных алкоголиков. And the principle here basically is the setting up of a general service board of Alcoholics Anonymous. И данный принцип базируется на совете по общему обслуживанию анонимных алкоголиков. The General Service Conference ought to delegate a large amount of authority to a General Service Board. Генеральная конференция должна посылать большое количество, делегировать большое количество людей в совет по общему обслуживанию. And as Bill writes, just as the AA groups find themselves unable to act decisively in regards to world service, и как пишет Билл, подобно тому, как группа полагает, что они не в состоянии определенно действовать в отношении дел всемирного обслуживания, unless they delegate a great amount of authority and responsibility to their conference, если они не передадут своей конференции большую долю своих действительных полномочий и ответственности, so must the conference in turn delegate a lot of administrative authority to a General Service Board. Так как конференция, в свою очередь, делегирует обширные исполнительские полномочия Совету по общему обслуживанию анонимных алкоголиков. And they do that so that the trustees may act freely and effectively in the absence of the conference itself. Для того, чтобы его попечители могли свободно и эффективно действовать в отсутствии самой конференции. So Bill also writes, why should the trustees be given a very wide latitude of judgment and action? Basically, Поэтому Билл пишет о том, что зачем нужно предоставлять, 27-я страница, 3-й абзац. Поэтому Билл пишет, зачем нужно предоставлять нашим попечителям такую очень широкую свободу решать и действовать. Ответ в том, что мы, члены возлагаем на них в основном ответственность за всю нашу обслуживающую работу, за деятельность корпорации «Всемирное обслуживание включающее подразделение издания и Grapevine Эти организации с 1960 года ежегодно собирают валовый доход, приближающийся к $500 000. А теперь это $20 миллионов. Это растут. Дальше. В обязанность наших попечителей также входит обеспечивать взаимоотношения анонимных алкоголиков с общественностью во всемирном масштабе. За ними главенство в разработке политики и они должны следить за ее надлежащим проведением. Попечители являются непосредственными хранителями наших 12 традиций. Попечители – это банкиры членов Они полностью отвечают за инвестиции и использование значительных денежных ресурсов. Широкий диапазон деятельности попечителя будет освещен при рассмотрении принципа 9, где описывается работа 5 постоянных комитетов. А теперь есть 11 комитет. И это вот этот принцип, это why am I speaking Russian? Speak Russian if you want. This principle also relates back to the third principle. И этот принцип также возвращается к связи с принципом номер 3, which is the right of decision. В котором говорится о праве на решение. The trustees are allowed to act. Попечителям предоставляется право действовать without referring to the general conference, service conference. Не прибегая, не дожидаясь общей конференции. Because they have to have the freedom
and authority to manage and conduct AA's business affairs. Потому что они должны обладать свободой и возможностью власти решать и организовывать проблемы и дела анонимных алкоголиков. And again, Bill has used the corporate model, the model of the И опять же corporation, Билл использовал бизнес-модель, корпоративную модель. Rather than a governmental model or an institutional model. Использовать бизнес-модель лучше, чем правительственную модель или организационную модель. Because he says that a business is faster and more efficient than a government. Потому что бизнес оперативнее и эффективнее, чем правительство. Мы обдуманно выбрали корпоративную форму организации, а не учрежденческую или государственную модель, потому что хорошо известно, что корпорация представляет собой куда более совершенный вид организации, когда речь идет о решении вопросов политики и ведении коммерческих дел. And Bill writes that so the whole of the service structure actually resembles a corporation. И поэтому Билл пишет о том, что структура управления очень похожа на корпоративную структуру управления анонимных алкоголиков, очень похожа на структуру бизнес-корпораций. He says that the groups themselves are the stockholders. Группы сами по себе похожи на биржевых работников. The delegates are the representatives of the stockholders. И делегаты похожи на представителей управления биржевых корпораций. The General Service Board trustees are directors of a holding, right? Да, а представители управления попечителей являются похожими на директоров холдинговых компаний. Yeah. So he used the model of a corporation to establish the structure of AA World И Services. поэтому он использует вот корпоративную модель корпорации, когда сравнивает структуру анонимных алкоголиков с корпорацией. And it is in effect an upside down model. И это модель, которая проходит сверху вниз. You have the groups have ultimate authority. Группы несут окончательную ответственность. And the power decreases the higher you get in the И, service соответственно, structure. власть, она уменьшается, когда идет к основанию, да, группы непосредственно. So it's kind of opposite of what we think of, generally speaking. In the government, it's the other way around, where the individual has no power and the government has all power. Да, и это как раз вот оппозиция тому, что мы считаем, когда говорим о правительственной структуре, когда когда личность не имеет права по отношению к правительству. So, and that principle assures that AA's business can be conducted year-round and not have to wait for the permission of the General Service Conference. И этот принцип базируется на том, что вы имеете право доносить свои решения. So that the AA's business can always be conducted year-round without getting the permission from the General Service Conference. So that the General Service Board conducts the daily business of AA. Совет управления ведет повседневные дела анонимных алкоголиков. And the General Service Conference only meets once a year. Therefore, the Service Board acts without having to get permission from the И совет попечителей может действовать без согласования с конференцией, потому что конференция собирается раз в год, а совет попечителей принимает решение каждый день. Okay. Ясно? Скучно? Ясно? Нет? The next concept, concept 7. Следующий принцип номер 7, страница. Задание. Вот, О, задание. Ну, задание... Why am I speaking Russian? The задание is like the... Окей, сразу. А после этого нужно подтверждение конференции. Вот приняли решение попечителя. It doesn't need to be approved. Оно не нуждается. But the General Service Board has to answer to
the General Service Conference? Он доработает очень. Совет управления должен... Okay, the General Service Board serves the General Service. Он служит конференции. То есть нет нужды отчитываться и ждать подтверждения, но он служит для конференции, решая повседневные дела, everyday affairs. Yeah, so решая повседневные дела. So they have to answer to the General Service Conference. И также должны отчитываться на конференции за работу. Because, again, it's the principle of the right of decision. Это все возвращается к принципу принятия решения. Право на принятие решений. Задание. Задание, it's the same as the one for the third... Задание такое же, как для третьего принципа. And largely it's mutual trust. Это доверие, взаимодоверие. And trusting the trustees. Доверять доверенным лицам. Доверять тем, кому мы доверяем.